Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Экрин и Керим вместе приходят домой, семья Керима очень злится на него и пытается понять, что он пытается сделать. Керим хочет послать Экрина и поговорить с ними наедине. Экрин выходит и говорит: «Я совершил большую ошибку, следуя за мыслями Керима, как я могу жить с людьми, которые называют моего отца убийцей». Потом они вспоминают, как Керим убедил его в этом. Он вспоминает, как сказал Экрину: «Ты будешь моей рукой и ногой в особняке. Поскольку ты думаешь, что твой отец невиновен, мне нужна твоя помощь, чтобы найти его». Когда Бесте говорит Кериму, что если бы мой отец увидел, как ты это делаешь, он бы плюнул ему в лицо, его мать говорит, что твой отец никогда бы не посмотрел на Керима просто так, даже если бы ему это не понравилось. Когда госпожа Мехпари возвращается домой, она вымещает весь свой гнев на Сехере, потому что не узнала от господина Вейселя местонахождение денег. Керим говорит, что я усложню этот особняк для этой девушки, у меня те же чувства, что и у тебя. Вейзелу недостаточно понести наказание, я причиню боль всем, кто ему дорог. Экрин говорит, что его отец не сможет дышать в этом особняке и в тюрьме. Текин очень доволен, когда говорят, что в особняке его будут использовать как раба. Когда Бесте спрашивает: «Оставьте его голодным, подвергайте его другим пыткам, вам обязательно приводить его в особняк». Когда Керим говорит, что есть и другие вещи, которых вы не понимаете, Бесте злится и спрашивает: «Называете ли вы меня девчонкой?» Недальновидный человек. Пока его мать заставляет их замолчать, чтобы они перестали ссориться, приходит Азге и спрашивает: «Моя ли Экрин сестра или дядя?» и Керим улыбается ей. Бесте в панике собирается обнять Азге, но Азге выбегает прямо на улицу, к Экрину. «Керим, мне есть что сказать». Когда Азге спрашивает, когда он в последний раз бежал к тебе с такой любовью, Бесте и Текин не могут ответить, и Керим замирает, говоря: «Подумай об этом», и уходит. Когда Азге обнимает Экрина и спрашивает: «Я так боялась за тебя, с тобой все в порядке, ты больше не пыдишь?» Экрин отвечает: «Я в порядке, я просто немного тяжелый, я здесь, точка». Сехер приходит к Егиту, который злится из-за своей матери, и вымещает на нем весь свой гнев. Когда Егит спрашивает его, что случилось, кто тебя так разозлил, Сехер отвечает: «Конечно, моя мать уже сошла с ума, она сошла с ума по моему отцу». Когда она говорит: «Я задыхаюсь в этом доме, я больше не могу дышать», Егит говорит: «Не оставайся в этом доме, тогда приходи, давай поженимся, давай построим в этом доме свой собственный дом». Сехер вежливо объясняет, что не может принять это предложение прямо сейчас, задаваясь вопросом, как это будет без денег. Но отважный гуру делает и ломает. Бесте обеспокоена тем, что Азге стоит рядом с Экрин, и пока она отталкивает ее и идет к Экрину, Керим приходит и останавливает ее. Когда Бесте спрашивает: «Достаточно ли того, что ты принес в особняк, защищаешь ли ты его от меня?» Керим отвечает: «Я защищаю тебя от него. Потому что ты не такой, ты не можешь иметь дело с такими людьми низкого уровня», говорит он и отправляет его внутрь. На вопрос Экрина, как будет так с первого дня, Керим говорит: «Тебе следует набраться терпения, поскольку ты настолько уверен, что твой отец не убийца и ты ничего не можешь сделать». Когда другая женщина, с которой встречался Вейсел, заинтересовалась им, его сын Каан узнал адрес, чтобы поехать в район, где он жил, и присмотреть за ним. Бесте пытается завоевать сердце Азге, но когда Азге не уделяет ему никакого внимания, он плачет, задаваясь вопросом, что я делаю не так и почему я не могу этого сделать. Пока Текин собирается позвонить Фаруку и сообщить ему, что в особняке беспорядок, и объяснить детали, когда в комнату приходит Бесте, он делает вид, что встречается с адвокатом и вешает трубку. Когда я говорю: «Не сочиняй, ради бога, я все осознаю», Текин пугается и спрашивает: «Что ты осознаешь?» Бесте говорит, что вы счастливы иметь дело с компанией, не ведите себя так, будто это проблема. Затем он начинает говорить о том, что пытается сделать Керим, и предлагает Бесте понять, не пытается ли он разлучить нашу семью. Госпожа Мехпари переворачивает дом вверх дном и думает, что господин Вейсел прячет деньги, и звонит ему.
Потом он плачет, что не позволит Сейхер заплатить, потому что она думает, что ее отец потратит эти деньги на других женщин. Керим показывает Экрину, где он остановится, и говорит моей сестре: «Будь осторожна, она будет продолжать приходить к тебе, я буду продолжать обременять себя всеми, я могу даже переборщить, заранее извините». Керим немного расстраивается, когда Экрин говорит, что ты не настолько важный человек, чтобы я мог заботиться о твоих недостатках. Он говорит: «Сейчас я начинаю исследование. Сначала я проверю отпечатки пальцев на пистолете. Я верю, что это нас куда-то приведет». Каан приходит в район и начинает спрашивать людей о мистере Вейзеле, затем он встречает Экрина, Экрин идет за ним и внезапно оказывается перед ним. Кири звонит знакомому и просит его снять ее отпечатки пальцев. Когда Каан спрашивает: «Ты следишь за мной?», Экрин спрашивает: «Почему ты ищешь моего отца?» Каан на минуту удивляется, является ли дядя Вейсел твоим отцом. Потом они с Экрин где-нибудь садятся и разговаривают. Каан спрашивает: «Теперь, когда он понимает, что я не чужой, ты скажешь мне, где он?» Экрин говорит, что мой отец находится в тюрьме по обвинению в смерти Зеки Сасбира. «Нет, Каан, они как плоть и ноготь». Дядя Вейсел не верит, потому что он не такой человек. Он рассказывает Экрину, что он сделал. «Если ты не понял, дай мне номер твоего телефона. Могу вам помочь, позвоните мне». Пока Текин приходит к Фаруку и рассказывает ему, что Керим преследовал нас и привел девушку в особняк, поскольку спас ее от нашей семьи, Есемин слышит это и думает, почему Керим так поступил. Мистер Фарук говорит Текину: «Ты некомпетентен, я дал тебе работу, ты даже не смог ее выполнить, молись, чтобы мужчины не оставили после себя следов». Когда Фарук спрашивает, они отпустили, Текин отвечает, что один из мужчин уронил пистолет. Затем, когда вы скажете Текину, чтобы он не допустил Керима к вам, Текин говорит нам: «Если вы расскажете нам о Фаруке, он отругает его и отправит прочь, чтобы этого не случилось с нами». Когда Экрин приходит домой и видит беспорядок, она спрашивает, что происходит. Сейхер Мехпари говорит, что господин Вейсел это скрывает. Пока мать Керима смотрит на фотографии Зеки Бея и думает о том, как сильно она по нему скучает, к ней приходит Бесте и жалуется, что меня так раздражает решение, которое Керим принимает от имени всех нас. Пока Экрин обживалась на месте, которое ей показал Керим, Керим подошел к ней и попытался ей помочь, сказав, что Экрин не хочет Экрин, если кто-нибудь ее увидит. «Керим, я обещаю тебе, что выясню, кто убийца моего отца», когда я сказал, что Бесте пошел в комнату Экрина и увидел, как Керим и Экрин разговаривают, и я знал это, Керим. Экрин говорит: «Керим, знай, что я никогда не сдамся в этот раз». Пока Текин ищет Бесте, он спрашивает свою мать и делает вид, что грустит из-за фотографий, на которые смотрит, говоря: «Ой, мама, прошла всего неделя, этот особняк так пуст без моего отца». В этот момент к ним приходит Бесте, бросает и ломает первое, что попадается под руку. Текин и его мать не могут понять, что с ним произошло, и когда он говорит ему, чтобы он опомнился, он кричит: «Я одумаюсь. Ты иди посмотри на своего сына, это он должен прийти в себя». Его чувство и идет в свою комнату. Тем временем Керим помогает Экрину, и пока они оба говорят о том, что скучают по отцу, внезапно врываются их мать Бесте и Текин. Когда Керим спрашивает, что происходит, он отвечает: «Я знаю, какой у тебя план композиции, не скрывай его больше». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.